Приветствуем всех, кому интересна археология. Зовут меня Оксана Суслова, и сегодня мы расскажем о 3 самых интересных новостях, случившихся совсем недавно. Итак, ученые в начале 2021 года известили, что нашли древнейшую пивоварню в мире. Находится она в Египте. Традиция варить пиво была заложена предположительно в 8 тысячелетии до нашей эры. Этот продукт, возможно, использовался в религиозных целях, причем изготавливали его поначалу исключительно женщины. Стоит сказать, что пить алкогольные напитки человечество стало гораздо раньше. Наблюдательные предки отметили, что алкоголь предотвращает некоторые кишечные болезни, а распространение инфекции из-за плохого качества воды могло привести к гибели целых поселений. Самые древние образцы вещества, похожего на пиво, были обнаружены в древнем Шумере. Оттуда, возможно, секрет приготовления попал в Египет, и именно в Египте пивоварение приняло промышленные масштабы. В городе Абидос, который располагался на западном берегу Нила, недалеко от современного Каира, во время раскопок археологи нашли не одно, а 8 сооружений с десятками керамических чаш. В этих чашах подогревали смесь зерна и воды, когда готовилось пиво. Высота каждого сооружения составляет 20 метров. Специалисты датируют пивоварню периодом правления фараона Нармера, это конец 31 века до нашей эры. Нармер известен тем, что объединил Верхний и Нижний Египет, что привело к экономической стабильности и расцвету древних городов. Количество населения увеличивалось, соответственно, увеличивалось потребление пива. Но мы за трезвый образ жизни, поэтому напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вторая наша новость пришла к нам из Италии, точнее из древних Помпей. Там был раскопан потрясающей сохранности термополий. Что это такое и с чем это едят? А это как раз место, где именно принимают пищу, своего рода фастфуд. Внутри здания находился прилавок с фресками и сосудами, которые были расположены прямо в прилавке. Еда в таких сосудах всегда держалась теплой и постоянно подливалась по мере убывания. Меню было самое разнообразное и порой даже несочетаемое. Например, в одном сосуде были обнаружены остатки свинины, рыбы, козы и даже улиток. На фресках изображены животные, из которых готовились блюда, а также сценки из повседневной жизни древнего помпейца. Но причина, по которой ученые обратили внимание на это сооружение, была центральная фреска, на которой изображена Нереида, нимфа верхом на морском коне. Тема центральной фрески, возможно, была навеяна расположенным неподалеку питьевым фонтаном. И термополе, и фонтан были местом притяжения населения, так как дома жители города обычно не готовили, а предпочитали питаться вот в таких забегаловках. К тому же это прекрасная возможность узнать последние новости и сплетни. Например, на одной из фресок была нацарапана надпись, которая отражалась нелицеприятное отношение к одному из посетителей. Подобные места быстрого питания были распространены по всей античной Италии, но именно в Помпеях теперь можно будет посмотреть на это заведение воочию и совершить своего рода путешествие во времени. А теперь вернемся из древнего мира в современность. В апреле этого года была проведена 61-я Российская археолого-этнографическая конференция студентов и молодых ученых, сокращенно РАЭСК. Конференция проводится каждый год в разных городах России, но на юбилейный 2020 год должна была состояться в Иркутске, так как именно здесь зародилась эта традиция встреч молодых археологов, этнографов и антропологов. Но из-за пандемии в декабре она прошла дистанционно. Организаторами юбилейного РАЭСКа выступали Иркутский государственный университет, научно-исследовательский центр «Байкальский регион» и Московский центр палеоэтнологических исследований. И так как мероприятие, как уже говорилось ранее, состоялось дистанционно, было принято решение провести 61-ю конференцию также в Иркутске. Конференция прошла в дружеской атмосфере. Обсуждались актуальные вопросы, проблемы, намечались новые темы дальнейших исследований. Проведены методические семинары по методике раскопок верхнепалеолитических стоянок открытого типа в России и по полевой практике студентов Тувинского государственного университета. Стоит отметить мастер-классы, которые нашли очень живой отклик у каждого участника. Многих студентов заинтересовала реконструкция палеолитических бусин и орнаментация кости. Любопытным был мастер-класс по зооархеологии, который рассматривалась как инструмент реконструкции функционирования древних обществ. И совершенно потрясающий был мастер-класс по 3D-моделированию археологических находок. Увлекательны также были лекции специалистов Пижемского Дениса Валерьевича о русской колонизации в антропологическом измерении и Кирьянова Николая Сергеевича про археологию Якутии и ее современное состояние.
Можно с уверенностью сказать, что интерес у юного поколения не ослабевает, а наоборот растет, что и подтверждает количество участников из 24 городов России. Закончим на этой оптимистической ноте. С вами была Оксана Суслова. До новых встреч и не забывайте подписываться.